Всем привет, и это видео, которое вымотало нас полностью. На это ушло много денег, сил и времени. Снимали мы все это 3 дня. В общем, это увеличенное меню Макдональдса в 20 раз. А именно кола, картошка фри и филе-о-фиш. Кто не знает, это рыбный бургер. Не забываем традиции, ставим лайки, подписываемся на канал заранее, а мы начинаем. Поехали! Отправляемся за покупками. Мы купили картошку 2 мешка, общим весом в 30 кг, 40 литров масла. Конечно, все мы не потратим, я просто взял с запасом на будущее. 1 пак колы, панировочные сухари, сливочное масло, майонез, чеснок, зелень, соленые огурцы, сыр чеддер в пластинках и 3 килограмма рыбы. В оригинальном используется треска, поэтому берем ее. Также зашли в строительный магазин и купили гофрированный картон, кучу красок в баллончиках, клеевой пистолет, оргстекло и еще очень много материалов. На все про все мы потратили 8500 гривен, это 20 тысяч рублей. Отправляемся домой. Мы решили начать с изготовления упаковок. Как мы все это делали? Сначала разрежем оригинальный стакан с-под колы, замеряем размеры и, соблюдая пропорцию, увеличиваем все это в 3 раза. И переносим на гофрированный картон. Дальше вырезаем, склеиваем и получаем тубус. Но пока хлипкий, поэтому сделаем дно, просто склеив кучу окружностей из картона. Отправляем в стакан и фиксируем термоклеем. Обматываем бечевкой и еще один слой картона. Для того, чтобы кола не вытекала, изнутри проклеиваем все пленкой. Крышка будет из оргстекла, а трубочку заменит ПВХ труба. Похожие действия повторяем со всем остальным. Затем красим, изготавливаем трафареты и переносим их на коробку. Все, готово. Как вы думаете, сколько времени на это ушло? Наверняка вы скажете, ну часа 3-4, это же просто коробочки поклеить. Нет, на самом деле на все это ушло 18 часов. Итак, следующий день. Начнем мы его с самого тяжелого. Нам предстоит почистить 30 килограмм картошки. Пересыпаем ее в таз, моем и начинаем чистить. Благо у нас были овощечистки, и на это ушло всего лишь 3 часа. Ставим кастрюлю с водой на огонь. И как только она закипит, забрасываем картошку. Как только картошка стала мягкой, снимаем. Мы варили ее 3 частями, и каждый раз приходилось ждать 1,5 часа. Ладно, вареную картошку перекладываем в большую чистую тару. И картофель и мелко разламываем картошку, делая по сути обычное пюре. Но все отличие в том, что мы не будем добавлять масло, молоко или сливки. Просто соль, паприка и перец. Продолжаем мять. Также нужна вот такая гастроемкость. Вы ее по-любому видели. Например, в отелях и супермаркетах готовая еда лежит именно в такой таре. Промазываем ее маслом. Кладем бумагу для выпечки, чтобы вся картошка легко отошла. И пересыпаем нашу пюрешку. Разравниваем руками. Все это можно отправлять в морозилку и потом уже нарезать. Ну или сделать это заранее. Всего у нас получилось 3 таких порции. Мы рассчитывали, что на заморозку уйдет часов 5, но морозильник так не думал. И замораживал все это 24 часа. Получаем картофельный слиток. И на этом этапе нарезать его оказалось даже проще. Накрываем крышкой и переворачиваем. Остается эти огромные бруски только пожарить. Делать это будем, конечно же, во фритюре. Для этого нам нужно масло. Открываем. Ставим гастроемкость на огонь и переливаем в нее масло. Разогреваем и отправляем первый брусок. Вот это прикол! Да, делать это в доме не лучшая идея. Поэтому все те же действия повторяем на улице. И с меньшим количеством масла. В среднем на одну картошку уходит 3-4 минуты. Некоторые получились нормальными, а некоторые развалились. Но по итогу нам удалось сделать достаточное количество качественной картошки фри. Остается только переложить ее в ранее сделанную упаковку. Делаем это вдвоем, ибо если все развалится, я не готов опять чистить 30 килограмм картошки и ждать сутки, пока все замерзнет. Все, картошка фри весом в 20 килограмм готова. Из-за такого огромного веса упаковка даже начинает гнуться. Переходим к бургеру под названием филе-о-фиш. Начнем с теста для булочки. В большую миску высыпаем 2 столовые ложки сахара, чайную ложку соли, 250 мл воды, 250 мл молока и 12 грамм быстродействующих дрожжей, а также немного муки. Замешиваем и ждем 10 минут для того, чтобы дрожжи начали работать. Вливаем 120 мл масла и частями всыпаем муку. Дальше замешиваем тесто руками. Всего ушло 900 грамм муки. Получается вот такое супер мягкое и податливое тесто, но в то же время оно и не прилипает к рукам. И так как я хочу сделать большой бургер, но в то же время, чтобы его можно было нормально есть, раскатываем тесто в пласт высотой 1 см. Прикладываем что-то круглое нужного размера и подрезаем лишнее. Перекладываем тесто на противень, накрываем полотенцем, пусть полежит 1 час и взойдет. Открываем полотенце. Кстати, я нашел способ сделать булочки точно такого же цвета, как и в Макдональдсе. Нужно просто смазать водой. И в духовку при 180 градусах до коричнево-золотистой корочки. Булочка готова.
Переходим к приготовлению котлет. Открываем всю треску. Теперь берем мясорубку и через мелкую насадку все это перекручиваем. Я добавил немного соли в фарш, но это лишнее. Рыба морская и соли в ней предостаточно. Теперь нам нужно очень много панировочных сухарей. Открываем и высыпаем их в гастроемкость. К сожалению, я прогадал с сухарями и взял не из белого хлеба, а из ржаного. В другую гастроемкость разбиваем 7 яиц. Взбиваем их. Из фарша лепим котлеты прямоугольной формы и делаем это на пергаменте. Таких нужно 2 штуки. Сначала обсыпаем котлету панировкой. Затем смазываем яйцом, панировка, яйцо, панировка. И то же самое с другой стороны. Без пергамента котлета просто не будет держать форму. И положив на сетку, отправляем во фритюр. Из-за того, что панировка была из черного хлеба, цвет корочки получился гораздо темнее, чем хотелось. И осталось сделать только соус. Для этого берем банку соленых огурцов. Открываем. И каждый огурец очень мелко нарезаем. Все это пересыпаем в миску. Также мелко нарезаем и добавляем чеснок. Довольно большое количество нарезанного укропа. И остается самый важный ингредиент – мазик. Выливаем 1,5 пачки и замешиваем. Дайте ему настояться и получите соус почти один в один, как оригинал. Разрезаем булочку на 2 части. Нижнюю часть перекладываем сразу в коробку. Следующий слой будет целиком состоять из сыра. Открываем. Закладываем так, чтобы сырные пластинки все покрывали. Следом идут котлеты. Много соуса и верхняя булочка. Бургер тоже готов. Правда, получился не таким красивым, как оригинал, но по вкусу ничуть не проигрывает. Последнее, что осталось, это наполнить наш стакан 10 литрами колы. Открываем бутылки. Убираем ПВХ трубочку и вместо нее ставим воронку, через которую и заливаем колу. Все, наконец-то, спустя 3 дня наше увеличенное в 20 раз меню Макдональдса готово. За кадром мы пробовали картошку фри, и она что нужно, снаружи хрустящая, внутри мягкая. Бургер можно разрезать на треугольники и вполне комфортно есть. А кола как кола. Я думаю, вы знаете, какова она на вкус. А если вы еще хотите масштабных видео, то сами знаете, что делать. Конечно же, ставить лайки. Как только набираем 200 тысяч лайков, сразу же лечу для вас снимать новое видео. Также подписывайтесь на канал и на Инстаграм. Всем пока! Поторопись, у нас сейчас котлетки с макарошкой, нет, с пюрешкой. Ты поторопись, у нас сейчас котлетки с пюрешкой, с пюрешкой.